Представители знака зодиака Рыбы, Рыбы и Рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, август 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о жизни каждого из нас и не может служить основанием для принятия важных решений. Но я думаю, вы очень интуитивные люди. И поэтому, если соединить интуицию и метафорические образы карт, какой-то инсайт, безусловно, будет. Подсказки какие-то для вас будут. Мы условно поделим на 3 части. Август месяц, подекадно. И достанем 3 карты. Что каждая карта будет означать для нас. И далее раскроем каждую из декад в отдельности по основным сферам жизни. Первая декада, вторая и третья. Итак, первая декада. Дела, работа, бизнес. Что у нас с финансами? И что у нас в личной жизни? Вторую декаду также достанем карты. Что для рыб и рыбок на август месяц? Дела, работа, бизнес, вторая декада. Что у нас будет по финансам, денежки? И в личной жизни, что нас ждет? И третью декаду, окончание августа, давайте узнаем. Дела, работа, бизнес, финансы, личная жизнь. Итак, начало. Восьмерка пентаклей. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Мы заняты своим делом. Причем то, что мы делаем, приносит нам, как и принесет в последующем. Это карта прогресса. Как будто уже сейчас какой-то уровень вы достигли, который нужно и сохранять, и развивать. Какое-то ваше личное дело. То есть от наших приложенных усилий будет зависеть наше качество жизни. И закладывается начало, может быть, длительному какому-то периоду, буквально в начале августа. И карта нам говорит, что мы очень быстро станем более, такими весомыми профессионалами, как можем построить и карьеру, так и заработать деньги. Правда, прекрасные перспективы, мои дорогие. Но, повторюсь, не от бездействия, а именно от наших действий будет что-то зависеть. Дела, работа, бизнес. Но точно, мои дорогие рыбы и рыбки, есть какой-то план минимум, план максимум. И что-то мы хотим тут осуществить. 15-й аркан, но мы не должны попасть к нему в зависимость, потому что, говорим, есть трудоголики, правда? Хотя работать придется много, возможно. Или изучать чего-то много, или как-то адаптироваться. Вот в целом-то ведь 2023 год – это год адаптации. И как раз прочувствуем наиболее активно это слово мы во второй половине года. Ну вот где-то август как раз может начинаться, или могут начинаться эти энергии. Отдыхать – это точно. И где-то не продавливать свою ситуацию, не рисковать собой. Может быть разная обстановка у каждого из нас. И поэтому будет холодный расчет для нас более, такой, знаете, как взвешенно прагматичный. Конечно, любая зависимость проходит по 15-му аркану, и поэтому, с какими-то своими вредными привычками, чтобы они нам не помешали, надо быть осторожными. С другой стороны, 15-й аркан – это вообще наше благополучие, конкретно денежные вопросы, и поэтому есть какая-то помощь. И наша физическая форма, наше здоровье, наша бодрость. Это тоже проходит, наверное, в значении ресурсность. И от того, как мы себя чувствуем, это тоже будет зависеть, как и наш успех, как наше, может быть, профессиональное продвижение, как наши цели, наши намерения у нас получится осуществить желаемое или не хватит физических сил. Поэтому мы не должны себя в чем-то обесточить, потому что определенно желание есть, и вы как будто готовы, но чересчур где-то педалировать нет, больше потребуется хладнокровие, мои дорогие. Правильно, как успеть, может быть,
оценить обстановку, не поторопиться, не поддаться какому-то сиюминутному порыву или не поддаться на какие-то уговоры, ну, чтобы в чем-то не ошибиться или не просчитаться. Финансы. Для кого-то помощь конкретно человека, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, вполне вероятно. А может быть, там имеет асцендент или даже по Луне, вполне вероятно тоже. Это те люди надежные, на которые мы можем опереться. Это те, которые нам помогают. С другой стороны, это ваша энергетика, вам надо быть, вот как королева Пентаклей. Королева Пентаклей создала себя сама. Она из ментальности делает, буквально, как и деньги, так и реальность. В ее как бы планы может входить очень много каких позиций, потому что для нее важно где-то и собственное самочувствие, собственный имидж. А как раз вопросы имиджа очень тесно переплетается с нашей физиологией. Если мы не отдохнувшие, если мы где-то не чувствуем себя, ну, как-то вот, знаете, более уверенно, то нам сложнее себя позиционировать. А мы ведь взаимодействуем с людьми, поэтому где-то и встречают нас по одежке, поэтому за собой надо будет буквально, может быть, следить. А для кого-то создать себе какой-то имидж, как будто это будет влиять на деньги тоже, как вас именно люди воспринимают. Очень перекликается с 15-м арканом. Дом, где мы живем, мы здесь можем тоже что-то продумывать, буквально как мы будем зарабатывать деньги, и главное, как мы сделаем какую-то нашу идею, мечту реальностью, мои дорогие. И часто королева Пентаклей изображается, да практически на всех колодах карт. Она как будто находится среди райского сада или среди какой-то приятной обстановки, как, собственно, и на этой карте. Так вот, это она создала своими руками. Это в значении, когда мы делаем реальностью какое-то свое намерение или цель. А мы просто идем вперед, но мы должны постоянно что-то просчитывать. Вот и вам придется где-то держать руку на пульсе по финансам. Не рисковать собой, не рисковать своим положением, буквально, может быть, по финансам правильно как-то распорядиться. Это будет вам вторично помогать. Ну и отдыхать. Здесь для вас будет важно все, абсолютно. Личная жизнь. В личной жизни 7 жезлов, ну, может быть, мы окажемся среди людей, которые нам пытаются что-то либо доказать, либо, может быть, какое-то противостояние. Карта нам дает только один совет: держись позиции стороннего наблюдателя с учетом и 15-го аркана. Вы знаете, пусть это выпало на личную жизнь, но я бы тут не про любовь, правда. Хотя, если у кого вот какая ситуация была, она, наверное, не будет меняться где-то по личной жизни, судя по всем картам, потому что больше какие-то амбиции, в хорошем смысле ваши, и финансы, ваше благополучие в целом выходит на первый план. Так вот, мы должны сказать нет какой-то конфронтации. У нас как будто будет достаточно сил парировать, если это необходимо, защищать как будто, да, себя. Но а надо ли, вот этот вопрос вам надо будет часто задавать, чтобы не быть вовлеченным буквально в какое-то противостояние, которое вам может существенно помешать. Поэтому держите руку на пульсе. У вас сейчас, знаете, основная вот программа, посмотрите как. Выпали карты. Это благополучие, благосостояние и какая-то самореализация. Все. Точка. И если мы правильно распределим собственные энергии по 15-му аркану, то тогда какие-то свои импульсы и вот эту работоспособность, эта работоспособность идет по этой карте, и физическое самочувствие мы направим в нужное русло. Вот это будет важно. Середина месяца. Деньги. Еще раз, правда, вы как будто себя создаете, но деньги как будто будут, и будет повод для радости, и что-то вам понравится, и что-то будет доброе, светлое, что вам, несомненно, мои рыбы и рыбки, добавит улыбок на лице. Давайте посмотрим дела, работа, бизнес. Но что-то может нам по 5 кубков, знаете, как нам жалко отпускать, нам жалко с чем-то расставаться, но есть какая-то тоска или сожаление о чем-то. У кого-то, может быть, были, ну, какие-то отношения, когда, знаете, 50 на 50. Вроде как что-то и не сложилось, а вроде и вспомнить есть что хорошее. Ну, вот какая-то хандра такая почему-то вам выпадает на дела, работу, бизнес, как воспоминание. Это мелкая карта, она не несет никакого значения, кроме одного. Иди вперед.
вот то, что уже произошло, то произошло. Это сейчас для тебя не имеет никакого значения. Вот какая-то твоя идея, цель, вот то, что вы начали или о чем вы в основном думаете, что вы для себя на первый план ставите, вот это как будто и имеет смысл. Опять же, это где-то благополучие, изобилие, процветание, это наш теплый уютный дом, это то место, где мы проживаем, это в принципе финансовая стабильность. Так вот, что по финансам? Финансы, не переживайте, мои дорогие. Посмотрите, туз пентаклей. Ну, настолько красиво в этой колоде у нас туз пентаклей. Посмотрите, олень изображен. И много зелени на карте, как будто все цветет, благоухает, словно деньги в рост. Вот как, знаете, ну, удачный период. По финансам как будто проблем нет. Но мы тут можем увеличить даже что-то. Поэтому даже если есть какие-то сожаления, мои дорогие, ну вот идите по этому фарватеру, который вас словно судьба будет направлять в начале месяца. Но нет проблем по финансам. И в личной жизни, да, вот смотрите, у нас тут семерка жезлов, пятерка кубков. Знаете, какие-то эмоции, которые вас могут словно блокировать. Не допускайте, вот по восьмерке мечей мы сами себе можем построить, визуализировать те заборы, которых нет в реальности. Это то, что мы получаем взамен, когда начинаем глубокую философию на мелком месте. Вот иными словами, сожаление. И если мы вовремя, вот, наверное, не уделим внимания пятерке кубков, я что имею в виду? Принять какую-то новую реальность и какие-то ваши новые задачи, чтобы в каких-то деструктивных сожалениях не было ни одной мысли. Здесь мысли будут формировать ваше качество жизни. И если мы не где-то соскользнем на эти эмоции, мы получим себе вот такую блокировку, восьмерка мечей. И карта нам говорит, не мешайте себе, вам все равно полный вперед. И какова бы ни была ситуация, тут мы себе можем надумать то, чего нет в реальности. Помните это. Третья декада. Паш мечей. Мы можем столкнуться тоже с какой-то реальностью, или мы будем чему-то обучаться, у кого-то будут вопросы, связанные с детьми, или приходит какая-то новость, которую нам тоже нужно как-то переработать, обдумать, проанализировать, принять решение. И мы хотим правды. Вот какая-то истина, даже, может быть, много новостей, много информации, но нам, ну, мы вынуждены быть реалистами. И в течение всего месяца, мои дорогие рыбы и рыбки. Но, видимо, к концу августа вы будете более жестче видеть какую-то ситуацию, вы будете понимать уже наверняка, что эмоции мне могут сейчас осложнить жизнь. И я готов как бы учиться жить по-новому. Вот так может быть. Или учиться буквально кто-то из вас на курсы, может быть, пойдет и будет себя чувствовать словно новичком, да, в этой какой-то в этом направлении, либо, может быть, это профессиональная какая-то деятельность, и мы словно что-то начинаем. Может быть, и идея какая-то ваша, которую вы тоже приступаете, и еще перед вами, знаете, просторы, вот этот клондайк бесконечной возможностей. Но как это пока выстроить шаг за шагом, это еще непонятно на какую-то далекую перспективу. Дела, работа, бизнес, тем не менее. Но вы очень контактные, мои дорогие рыбы и рыбки. И здесь, знаете как, вы можете, конечно, встретить, может быть, пошли учиться, например, и познакомились с человеком, который для души запросто, это карта любви, или пошли оформлять какие-то, решать вопросы, и тоже может состояться знакомство вот с тем человеком, который, видимо, в нужное время, в нужном месте может оказаться, и как-то вас ведет судьба, увы, может быть такое. Знаете, ну тогда, может быть, уделите внимание все-таки. Если такие спонтанные отношения у вас появляются, это карта любви, это не карта страсти, но это карта искренних отношений и где-то взаимопомощи. Хотя вполне вероятно, в последующем этот союз перерастет в какую-то еще и денежную финансовую перспективу, вот, или сложится во что-то более конкретное. Но в целом для всех это именно диалоговая форма, которая нам помогает решить практически все вопросы, все задачи. Умелое взаимодействие с миром, с людьми. А для кого-то из вас смена окружения так тоже может проиграться. Как будто по новым правилам вам нужно научиться, как и общаться, как и
договариваться, и это будет все важно. Мы, помните, наверное, в самом начале месяца удерживаем, адаптируемся как к новой ситуации, удерживаем собственную стабильность. Вот смотрите, можно не знать карт. Здесь две пентакли, и, в общем-то, 15-й аркан ведь нам тоже говорит, держи руку на пульсе. Не соскальзывай в мои провалы вот эти, которые я тебя могу потом затянуть, а ты оттуда не выберешься. Есть какая-то реальность, она диктует тебе свои какие-то правила. Вот и иди по ним, у тебя все получится. Сил хватит, вот это точно. И где-то вот уже к концу месяца это тоже может быть, вы прочувствуете, самому себе спасибо даже скажете. Но деньги мы тут не тратим, рыцарь мечей, мы можем столкнуться тоже, правда, с какими-то новостями, или нам придется принимать какое-то соломоново решение в отношении конкретного человека. Это может, знаете, быть человек, который попытается нас втянуть в какой-то конфликт. Иногда это проходит. Хотя я бы сказала, это будет такая какая-то адаптация, словно обстоятельства будут меняться вокруг вас, мои дорогие рыбы и рыбки. И нам надо быть просто реалистами. Где-то подключить холодную логику. У вас как будто будет вот партнер, как минимум друг, который будет понимать, разделять вот все те ваши энергии, мысли, чаяния, обстановку, в которой вы будете находиться, или обстоятельства, которые вас будут окружать. И вот это вам будет придавать тоже силы, понимаете? Может быть ощущение, как будто я один. И как один в поле, говорят, не воин, а вот у вас нет. Вы будете один в поле воин. Хотя никто ни с кем не воюет, паж, а дальше рыцарь. Может быть, у кого-то с переездом еще, с перемещением каким-то совпадет этот период, и придется, ну, как-то адаптироваться, опять же, к новой обстановке. И люди разные могут быть в этот период. По рыцарю мечей именно и проходят люди часто сложные, с которыми невозможно выстроить какие-то добрососедские отношения. Вот почему для вас будет важен какой-то человек, который, да, вас будет понимать. У кого-то это просто может проиграться, потому что по рыцарю мечей есть такое значение, второй иллюминатов, бунтарь без причины, да, вот эта фраза, она говорит сразу обо всем. Когда, правда, мы сталкиваемся с такими персонажами, которые врываются без приглашения в нашу жизнь и начинают там какие-то порядки свои устанавливать. Вот этому не время точно. И каким-то образом это может вам навредить по финансам. Поэтому с финансами аккуратно, не поддавайтесь каким-то уговорам. Тут ведь какая-то идея по рыцарю мечей может быть выдана как вау-проект, или у тебя получится, да давай, знаете, тут подстегивать могут. Вот что-то такое, потому что методы все хороши, если кто-то хочет получить деньги. Помните об этом. А нам будет помогать именно эта карта, когда мы докапываемся до какой-то причины, до какой-то истины. Вот тогда нам эти две карты дважды будут, знаете, о сильной позиции говорить. Поэтому держим руку на пульсе, но еще и, знаете, подключаем интуицию и ищем информацию, что есть по факту, что вынудило человека так, может быть, вести или предлагать, что за ним стоит. Вот вы можете, в принципе, окружение оценивать, хотя вам это выпадает на пентакли, на деньги, извините. Но, значит, есть какая-то взаимосвязь. Правда, вот посмотрите, есть какие-то отношения, когда вот человек, вы можете с ним быть откровенны, вот как будто ваш какой-то самый близкий. Может быть, он один, мои дорогие, и неважно, кем он вам приходится, но, может быть, проговориться, какую-то ситуацию, просто озвучив. Мы постепенно, когда мы рассказываем тем, кому мы доверяем, мы в процессе нашего диалога все равно заново как будто проигрываем и порой сами видим выход из даже сложной ситуации. По аркану умеренности как будто ничего не меняется. Есть какая-то статика, но есть адаптация и гармония. И, безусловно, вот эта диалоговая форма, она ведь по умеренности тоже проходит. Поэтому, если более где-то конкретно насыщенная фаза в жизни, если можно так сказать, или два периода вашей жизни, начало, середина, то самый конец августа может нас переключить в некоторые другие энергии, потому что мы здесь, ну, условно, с окружением можем выстраивать свое взаимодействие, и как-то для нас какие-то новые
либо возможности появляются, либо новая информация, либо мы адаптироваться к чему-то должны, и это тоже будет важно. Давайте я достану одну карту как совет. Вот как-то так не совсем понятно, мало конкретики, но может быть, хотя старший аркан умеренности, можно уже здесь нам сразу сказали, отношения, если вот с кем-то вы познакомитесь, я могу сказать, эти отношения будут очень длительными. Это какой-то, может быть, долгий союз. У кого-то, может быть, и по работе проиграется. Давайте мы все-таки спросим совет. Не торопись, правда. Вот тут самое главное. Четверка мечей, я складываю оружие. Я никому ничего не доказываю. Я должен обдумать какую-то ситуацию, выстроить какой-то свой, может быть, тезис, план действий, или как я себя буду проявлять в ком-то, в чем-то, в обществе, в новом окружении или в каких-то новых сложившихся условиях. А что еще? А понимаете, тут надолго не запланируешь, колесница, как будто вы не останетесь надолго в том месте, где вот вы можете быть, да, в конце августа. Ну, у каждого же по-разному. Как будто, как или перемены будут сами по себе по аркану колесницы, либо вы еще куда-то будете перемещаться, или придут какие-то новости, и вам придется что-то еще изменить. По этой карте оставляй все прошлое в прошлом. Вот мы об этом, собственно, с вами говорили с самого начала. И встречай все то новое, что приходит на твой порог. Действительно, какая-то адаптация. Но для вас, ведь, знаете, очень добрая энергия. Но просто быть более вот настолько хладнокровным. Посмотрите, сколько мечей. Значит, для вас это вопрос принципа и самосохранения. Перекладывайте одного человека. Будет достаточно, мои дорогие рыбы и рыбки. Вообще успешный период. И не могу сказать, что расслабишься. Нет, совсем наоборот. Но что-то очень важное вы закладываете на длительный период своей жизни. Свой успех, качество этой самой жизни. Может быть, любовь. Будьте счастливы и любимы всегда.